Загадка пропавшей руки. Позднее Хьюитт сказал мне, что в этом деле самое опасное было не тело на веревке и даже не исчезнувшая рука, а слишком очевидные улики. Когда улика кричит слишком громко, Брэд, ее нужно слушать особенно осторожно. Тогда я еще не понимал, что он имеет в виду. Впереди было дело, в котором все, казалось, указывало на двух молодых людей. И все же именно эта очевидность едва не стала самой искусной ловушкой. Начните с самого начала. С того дня, когда мы приехали в Ротерби. Хорошо. Но сначала я должен сказать о том, что мы увидели позже. Иначе вы не поймете, почему это дело так глубоко врезалось мне в память. Когда мы впервые увидели тело мистера Снити, никто из нас еще не понимал, что самое страшное в этом деле было вовсе не повешивание. Он висел на старой веревке, под деревом лежала смятая трава, вокруг тянулись следы, которые будто прямо указывали на двух молодых людей. Но правой кисти у мертвеца не было. Ее не потеряли, ее не бросили рядом. Кто-то унес ее с собой, и именно эта исчезнувшая рука должна была открыть Хьюитту правду, в которую здравый человек сначала просто отказался бы поверить. Позже, когда все объяснилось, я не раз вспоминал любимое изречение Хьюитта. Он часто говорил, что в мире нет ничего такого, что только могло бы случиться, и при этом уже не случалось бы где-нибудь в Лондоне. Но даже в этой рассудочной стране, даже в наш рассудочный век, странные и мрачные дела происходят далеко за пределами Лондона. Фантастические преступления, дикая месть, средневековые суеверия, почти первобытная жестокость – все это не исчезло с приходом XIX века. Как не исчезли до конца и древние племена, жившие когда-то по темным законам прошлого. Одни из этих племен стали цивилизованными. О некоторых дикостях больше не слышно вовсе, но пережитки остаются и там, и здесь. Я говорю это потому, что вспоминаю одно дело, свидетелями которого стали и Хьюитт. И дело настолько странное, что человек невольно останавливался, переводил дыхание и спрашивал себя, в каком же веке он живет. Мой добрый дядюшка, полковник, не имел привычки собирать у себя в Ротерби большие компании гостей, отчасти потому, что дом его был не слишком велик, а отчасти потому, что подагра у полковника была, напротив, весьма внушительная. Зато охотничьи угодья у него были превосходные, как раз для 2 или 3 ружей. И даже когда сам он не мог выйти из дома, дядя всегда радовался, если хороший приятель проводил удачный день на его земле. Что до меня, добрый старик постоянно был немного обижен тем, что я навещал его слишком редко. Хотя когда мои короткие отпуска выпадали на удобное время года, я никогда не забывал о прелестях стерни Ротерби. Не раз я сидел рядом с ним, когда больная нога особенно мучила его, и развлекал рассказами о делах Мартина Хьюитта. И не раз дядя говорил, что хотел бы познакомиться с Хьюиттом лично, а меня всякий раз поручал передать приглашение, как только представится удобный случай. Приехать вместе в Ротерби. Наконец, мне удалось уговорить Хьюитта взять 2 недели отдыха. Это как раз совпало с моими небольшими каникулами. И через несколько дней после 1 сентября мы отправились в Ротерби. До нашего приезда там еще не прозвучало ни одного выстрела, и вся охота полковника оставалась нетронутой. Самого полковника мы нашли в доме с больной ногой на привычной подставке. И хотя кроме нас гостей не было, время мы проводили вполне приятно. Именно во время этого короткого отдыха и возникло дело, о котором я уже упомянул. Когда я только начал записывать самые интересные расследования Хьюитта, я, кажется, объяснял, что те случаи, свидетелем которых сам не был, буду излагать как сторонний рассказчик, не вмешивая в повествование себя. В нынешнем деле я видел почти все, что касалось работы Хьюитта, но были обстоятельства, которые привели к нему раньше, и о которых мы узнали полностью только потом. Эти обстоятельства я все же поставлю на свое место, то есть в самое начало. Семейство Фостеров было в Ротерби довольно старым и уважаемым родом. Мистер Джон Фостер умер от несчастного случая примерно в 40 лет, оставив жену, которая была моложе его на 12 лет, и 3 детей, 2 мальчиков и девочку, самую младшую. Мальчики выросли крепкими, здоровыми, вечно пропадавшими на воздухе молодыми сорванцами со всеми вкусами настоящих охотников и со всеми свойствами юношей, которым с детства позволяли слишком многое. В них было немало хорошего, но было и дурное, и самым опасным из этого дурного была привычка долго помнить обиды. К тем, кого они почему-либо считали своими врагами, братья относились с почти дикой мстительностью. С деревенскими грубиянами они постоянно вели войну,
и однажды даже попали в серьезную неприятность, когда осыпали сына мясника мелкой дробью для воробьев. Надо признать, парень тот и сам был порядочным негодяем, но все же подобная расправа едва не кончилась для братьев весьма плохо. В положенное время Генри и Роберт Фостеры вместе отправились в Оксфорд, и также по-братски вместе были оттуда удалены уже на 2-м году обучения. До этого, еще на 1-м году, им уже довелось пережить временное отстранение, но даже оно, как видно, не сделало их осторожнее. В Раттерби никогда не называли точно проступок, из-за которого их окончательно выгнали из университета. Но слухи ходили упорные. Говорили только, что дело было особенно возмутительное из тех, о которых приличные люди предпочитают не рассказывать вслух за обеденным столом. Именно в это время, примерно через 16 лет после смерти их отца, Генри и Роберт Фостеры впервые увидели мистера Джонаса Снити, и с первого взгляда его не взлюбили. Снити был директором мелких сберегательных банков и небольших страховых контор, человеком внешне почтенным, но для братьев с самого начала неприятным. Он стал слишком часто появляться в Ранворте, доме Фостеров, гораздо чаще, чем Генри и Роберт считали нужным. И надо сказать, братья вовсе не старались скрыть свое отношение. Напротив, они были с ним так грубы, что мистер Снити должен был бы понять, по крайней мере с их стороны. Его отсутствие было бы куда приятнее его общества. Но мать принимала его благосклонно, и в конце концов было объявлено, что миссис Фостер выходит замуж во 2-й раз. После свадьбы ее должны были называть уже не миссис Фостер, а миссис Снити. После этого в Ранворте начались бурные сцены. Генри и Роберт Фостеры открыто называли будущего отчима охотником за деньгами, ханжой, лицемером и человеком, которому нельзя верить ни в одном слове. Они не ограничивались намеками и довольно прямо говорили о честности его мелких сберегательных касс и страховых контор. Дом очень скоро превратился в место горькой вражды, где каждое слово могло стать началом новой ссоры. Свадьба все же состоялась, и прошло совсем немного времени, прежде чем настоящий характер мистера Снити стал очевиден почти всем. Первые месяцы он держался образцово, хотя и с приторной набожностью, а влияние его на жену было полным. Потом Снити обнаружил то, чего совсем не ожидал. Имущество миссис Снити было не в ее свободном распоряжении, и первый муж заранее позаботился о том, чтобы оно оставалось защищенным завещанием. Поэтому, как бы она не жалела нового супруга и как бы не хотела ему помочь, она не могла просто взять деньги из семейного состояния. Не могла она и передать ему собственность дарственной. Все, на что рассчитывал Снити, оказалось рядом почти в его руках, но закон не позволял ему до этого добраться. Вот тогда натура этого человека и показала себя без прикрас. Миссис Снити, какой бы слабой и неразумной она ни была, любила мужа преданно, почти болезненно, но он отплатил ей за эту преданность грубыми насмешками. Он уже не стеснялся говорить, что женился на ней ради выгоды, и теперь считает себя обманутым, потому что ожидал получить куда больше. А затем дело дошло до ударов и до такой низкой жестокости, какую может придумать только мелкая и злая душа. Сначала все это скрывалось от посторонних, но со временем стало почти открытым. И как раз в разгар этих унижений мелкие сберегательные кассы и страховые конторы мистера Снити рухнули одна за другой, с таким шумом, что все вокруг удивлялись лишь одному, как ему самому удалось не попасть в тюрьму. В тюрьму он, однако, не попал, потому что заранее позаботился не переступить закон настолько, чтобы его можно было посадить. Некоторые его коллеги по правлению получили реальные тюремные сроки, а он отделался разорением и поселился в доме жены почти как нахлебник. В этом положении его жестокость стала еще страшнее. Миссис Снити, уже подорванная здоровьем, жила в постоянном страхе за свою жизнь, а мисс Фостер проводила дни в слезах и беспомощном отчаянии. Друзья уговаривали миссис Снити добиться законного разъезда с мужем, но все просьбы были напрасны. Она цеплялась за него, говоря, будто надеется покорностью вернуть ему доброту, хотя на самом деле это был лишь жалкий самообман. И чем слабее становилось ее тело, тем сильнее, казалось, делалось это болезненное ослепление. Она страдала, боялась, унижалась, но все равно продолжала оправдывать человека, который разрушал ее жизнь. Генри и Роберт, как легко догадаться, при таких обстоятельствах молчать не могли. Они снова и снова вспыхивали яростью, и не раз дело подходило к тому, что их почтенный отчим мог остаться после встречи с ними серьезно и навсегда покалеченным. Однажды, когда Снити без всякого повода сделал движение,
будто собирается ударить жену прямо при них. Разразилась страшная сцена. Братья бросились на него, как дикие звери, сбили с ног и потащили к балкону, намереваясь вышвырнуть его наружу. Но миссис Снити помешала им. Она в истерике умоляла сыновей остановиться, хваталась за них, плакала, и только ее отчаянное вмешательство удержало братьев от поступка, который уже нельзя было бы исправить. И тогда Генри произнес слова, которые потом вспомнили все. В тот миг они были только криком ярости. Но спустя несколько дней эти слова прозвучали уже как заранее объявленный приговор. Если ты еще раз поднимешь руку на мою мать, я тебе эту руку отрублю, слышишь? Отрублю и затолкаю тебе в глотку. Клянусь, я это сделаю. Генри громко рычал, сжимая Снити за горло так крепко, что его толстое лицо налилось синевой, и в бешенстве бил его затылком о стену. Роберт был не менее страшен. Если Генри говорил о руке, то Роберт уже смотрел на Снити так, будто видел перед собой не живого человека, а тело на веревке. Мы сделаем хуже, мы тебя повесим, прямо на двери повесим. Ты уже доказанный лжец и вор, а теперь стал хуже обычного убийцы. Да я за 2 пенса повесил бы тебя на парадной двери. Несколько дней после этого Снити держался сравнительно тихо, напуганный их яростью. Но потом он принялся с удвоенной злобой вымещать унижение на несчастной жене, всегда выбирая время, когда ее сыновей не было рядом. Он прекрасно знал, что она никогда им не пожалуется. А братья, видя его внешнее послушание после той сцены, решили поддерживать в нем полезный страх и почти не проходили мимо него без угрозы. Берегите свои руки, сэр, держите их при себе. А то, клянусь богом, мы отрубим их садовым тесаком. Да, берегите руки, мистер Снити, потому что если хоть одна из них снова потянется к нашей матери, вы пожалеете, что вообще родились с руками. Братья находили в этих угрозах почти мрачное удовольствие, снова и снова повторяя слова, сказанные в ту страшную минуту. Им казалось, что так они удерживают отчима в повиновении, но настоящую месть Снити брал тайно, на их матери. Это был поистине несчастный дом. В нем уже не оставалось ни мира, ни доверия, ни обычного человеческого тепла, а под внешней тишиной каждый день копилась новая злоба. Вскоре, однако, братья покинули Ранворд и уехали в Лондон, будто бы искать себе профессию. Генри с запозданным усердием начал изучать медицину, а Роберт сделал вид, что готовится к адвокатской карьере. На самом деле их отъезд был во многом следствием настойчивых просьб сестры. Она видела, что присутствие братьев только раздражает Снити, а это раздражение неизбежно обрушивается на мать, когда сыновей нет поблизости. Поэтому они уехали. Но в Ранворте после их отъезда стало только хуже. За пределы дома просачивалось немногое, но по округе уже говорили, что поведение мистера Снити стало возмутительным до такой степени, что описать его приличными словами было почти невозможно. Слуги уходили быстрее, чем успевали нанимать новых, и каждый из них отзывался о Снити как о человеке, близком к безумию. Однажды он даже выдал себя перед всей деревней, когда с тростью набросился на безобидного торговца, случайно задевшего его плечом, а затем сразу же поспешил обратно домой. Это нападение пришлось уладить выплатой в 50 фунтов, и после такого случая даже те, кто раньше сомневался, начали считать Снити опасным. Вскоре после этого Генри и Роберт получили письмо от сестры. Она писала в явном страхе и почти умоляла их немедленно вернуться домой. По тону письма братья сразу поняли, что в Ранворте происходит что-то серьезное, и потому выехали без всякой задержки. По словам слуг, все произошло следующим образом. Когда братья прибыли, мистер Снити только что вышел из дома, а Генри и Роберт примерно на четверть часа заперлись с матерью и сестрой. После этого они вышли вместе на конюшенный двор. Кучер, новый человек в доме, поступивший на службу всего накануне, случайно услышал часть их разговора, пока братья стояли у дверей. Это должно быть сделано, и сделано немедленно. Нас двое, значит, особенной трудности тут быть не должно. Ты лучше знаешь, как за это взяться, Генри. Ты ведь все-таки врач, или почти врач, и понимаешь такие вещи лучше меня. После этих слов Генри подошел к кучеру и спросил, в какую сторону ушел мистер Снити. Кучер ответил, что тот направился к Ротербийскому лесу по извилистой тропинке, которая вела через деревья. Но пока кучер говорил, краем глаза он ясно увидел другое.
Роберт снял с крюка у конюшенной двери конюшенный недоуздок, быстро свернул его и сунул в карман пальто. Таковы были ранние события, о которых я потом узнавал понемногу, собирая их из рассказов разных людей. А теперь мы подходим к тому дню, когда Генри и Роберт Фостеры вернулись в свой старый дом. В тот же день, чуть больше, чем через 2 часа после разговора на конюшенном дворе, до дома полковника Бретта дошла первая весть о мистере Снити. Мы с Хьюитом как раз сидели у полковника и спокойно беседовали, когда нам сообщили, что Снити найден мертвым. Сначала говорили, что он покончил с собой. Его нашли повешенным на дереве в Ротербийском лесу, почти у самой тропинки. До этого момента ни Хьюит, ни я никогда не слышали о Снити, и полковник рассказал нам все немногое, что знал сам. Я с этим человеком никогда не разговаривал, да и, по правде сказать, никто здесь вне Ранворта не хотел иметь с ним никаких дел. Слишком уж дурная слава шла за ним после всей этой истории с банками. Он, конечно, был нечестивым мерзавцем в делах этих бедняков, доверивших ему свои гроши. А если правда хоть половина того, что говорят, то с несчастной женой он обращался хуже, чем можно себе представить. Впрочем, сам он тоже, должно быть, жил не слишком счастливо, несмотря на все свое мерзавство. Человек разоренный, без единого шанса вернуть положение, презираемый всеми вокруг, да еще, кажется, совсем спятивший под конец. Так что я, в общем, не особенно удивлен. Самоубийство, пожалуй, единственное преступление, которого он еще не пробовал до сегодняшнего дня, и, надо признать, миру он этим оказал первую и, вероятно, последнюю услугу. Полковник сразу послал человека разузнать, что произошло на самом деле. Тот вернулся через некоторое время, но принес уже не уточнение, а новую, куда более страшную весть. О самоубийстве больше не говорили, теперь было ясно. Мистера Снити убили, и самое жуткое заключалось вовсе не в том, что его тело нашли висящим на веревке. Почти следом за посланным явился мистер Хардвик, сосед моего дяди, и тоже мировой судья. Ему сообщили о случившемся сразу после обнаружения тела, и он сам немедленно отправился на место. Там он увидел тело, висевшее на дереве. Но страшнее всего было другое, у мертвого Снити была отсечена кисть правой руки. Это убийство, Бретт. Тут не может быть сомнений. Самый отвратительный случай убийства и надругательства над телом, какой только можно себе представить. Рука отрублена и унесена. Но было ли это сделано до повешивания или уже после, я, разумеется, пока сказать не могу. Однако уже одно это ясно показывает, что перед нами непростое самоубийство. Я пришел посоветоваться с вами насчет выдачи ордера, потому что, по-моему, личность убийц здесь почти не вызывает сомнений. Что ж, это даже к счастью, иначе нам пришлось бы просить мистера Мартина Хьюитта взяться за дело, а это было бы несправедливо, ведь он приехал сюда отдыхать. Кого вы намерены арестовать? 2 молодых Фостеров. Все ясно как день, хотя преступление, конечно, чудовищное и омерзительное, каким бы мерзавцем ни был сам Снити. Они сегодня приехали из Лондона, и по всему видно, вышли именно за этим. Их слышали, когда они говорили о деле, потом они спросили, куда ушел Снити, и направились следом за ним, причем с конюшенным недоустком. Разве повешивание не является довольно необычным способом убийства? Возможно, необычным, но здесь все достаточно ясно. Похоже, они прежде уже угрожали повесить его, а также отрубить ему руку, если он снова ударит их мать. Значит, то, что могло казаться пустыми угрозами, они исполнили с дьявольской дикостью. Конечно, они могли сначала задушить его, а потом повесить, чтобы выполнить угрозу и выместить злобу уже на изуродованном теле. Но для меня почти несомненно, что это сделали именно они. Я провел на месте 1 или 2 и считаю, что более чем вправе распорядиться об их задержании. К тому же они действительно были с ним в это время, насколько я могу судить по следам на тропинке через лес. Полковник повернулся к Мартину Хьюитту, и в его голосе прозвучала та особая веселость, с какой он любил представлять людей друг другу. Он сказал, что мистер Хардвик, надо заметить, в некотором роде любитель именно в Хьюитовской области, и любитель весьма неплохой, если судить по 1-2 делам, случавшимся в этом графстве. В таком случае мне остается только опасаться, как бы мистер Хардвик однажды не приехал в Лондон и не вытеснил меня окончательно. Хьюитт поклонился Хардвику и произнес это с улыбкой, но в глазах его уже появился тот спокойный внимательный блеск, который я слишком хорошо знал.
Дело, еще минуту назад казавшееся лишь неприятным происшествием в окрестностях, явно начинало его занимать. Случай, однако, кажется довольно любопытным. Если вы не возражаете, я бы взглянул на следы и на все прочее, что там осталось. Просто чтобы, так сказать, не терять навыка. Разумеется, мистер Хьюитт, разумеется. Признаться, мне самому было бы крайне интересно услышать ваше мнение о тех наблюдениях, которые я уже сделал. Хотя насчет общего вывода сомнений быть не может, дело совершенно ясно. Мы дали моему дяде все возможные обещания, что непременно вернемся к обеду и не заставим его напрасно ждать, после чего вышли из дома и вместе с мистером Хардвиком направились к Роттербийскому лесу. Дорога вела через тихую, почти безлюдную часть имения, где не было ни голосов, ни суеты, ни привычного движения людей. В этой тишине каждый шорох под ногами, каждый звук в ветвях и каждый далекий крик птицы казался особенно отчетливым, словно само место уже заранее предупреждало нас о том, что впереди ждет необычная прогулка. Хардвик объяснил нам, что место это посещают редко, и он надеется, что слух еще не успел разойтись по деревне. Если ему удалось удержать любопытных подальше, следы на тропинке могли сохраниться почти нетронутыми. Тело нашел мой человек, он срезал путь через лес и вдруг увидел Снити висящим на дереве. Он сразу прибежал ко мне, и я вместе с ним вернулся туда, где все произошло. Мы сняли тело, я осмотрел место и проследил следы назад до Ранворта. Там я нашел нового кучера, который, кстати, прежде служил у меня, и от него узнал, как братья Фостеры ушли из дома. Он же сказал мне, что к тому времени они еще не возвращались. После этого я оставил своего человека при теле, а сам пошел прямо к вашему дяде. Вскоре мы вышли на тропинку, которая вела от Ранворта через поле к Роттербийскому лесу. Это была не настоящая дорога, а скорее узкая полоса голой земли, выбитая множеством ног среди травы. Земля была влажной и хорошо держала следы, поэтому мы все невольно наклонились, рассматривая отпечатки на мягкой поверхности. Они тянулись в одном направлении, туда, где впереди темнел Роттербийский лес. К счастью, это не слишком оживленная тропа. Видите, здесь следы только 3 пар ног, и поскольку сначала сюда пошел Снити, а потом оба брата, эти отпечатки должны принадлежать именно им. Какие из них оставил Снити, понять нетрудно. Вот эти большие плоские следы посередине тропы, они хорошо видны почти на всем протяжении. Это ясно показывает, что человек шел один, прямо по центру, а значит, это был Снити. С 2 другими следами дело еще любопытнее, внешние отпечатки часто пропадают. Слева не всегда видна левая нога, справа не всегда видна правая, потому что 2 людей шли рядом. Их внешние ноги то и дело попадали уже не на землю, а на траву по краям тропы. А там, где их ноги все же опускались на середину, они перекрывали следы Снити, по-моему, совершенно ясно, что это следы Генри и Роберта Фостеров, которые шли вслед за ним. Вы согласны со мной, мистер Хьюитт? Да, это вполне ясно. У вас, мистер Хардвик, глаза лучше, чем у большинства людей, и вы, что еще важнее, умеете ими пользоваться. Теперь пойдемте в лес. Вообще-то я могу различить и многие другие отпечатки, особенно на траве, но это уже вопрос долгой привычки и постоянной тренировки. Мы двинулись дальше, держась по траве сбоку от тропинки, чтобы не испортить следы, если к ним еще придется возвращаться. Некоторое время в лесу все продолжалось так же. Следы братьев местами накладывались на следы Снити. Потом картина изменилась. Тропинка здесь стала шире и грязнее, потому что деревья стояли ближе, земля дольше держала сырость, и отпечатки виднелись отчетливее. Вдруг внешние следы разошлись в стороны. Они больше не перекрывали большие отпечатки в центре, а пошли на равном расстоянии справа и слева от них. Вот, смотрите. Именно здесь они его догнали и пошли по обе стороны от него. Тело нашли совсем немного дальше. Вы бы уже видели место, если бы тропинка не изгибалась так часто. Хьюитт ничего не ответил. Он наклонился и стал внимательно изучать боковые следы, задерживаясь над ними дольше, чем прежде, словно в этом месте было что-то, не совпадавшее с готовым объяснением Хардвика. Он сравнивал расстояние между отпечатками и разводил руки, словно мысленно измеряя ширину шага. Потом поднялся и легко переступил с одного следа на другой, осторожно ставя ноги так, чтобы не коснуться самих отметин. Очень хорошо. Пойдемте дальше. Мы продолжили путь и вскоре вышли к месту, где лежало тело. Земля здесь спускалась слева направо, а через тропинку бежал крошечный ручей, всего в 1-2 фута шириной.
В дождливое время он, вероятно, становился шире, потому что земля и глина были смыты на несколько футов по обе стороны. Остался только голый грубый гравий, плоский и жесткий, на котором следы полностью терялись. Сразу за ручьем, немного левее тропы, на травянистом бугорке под ветвью дерева лежал мертвый Снити. С той самой ветви все еще свисал обрезок веревки. Зрелище было неприятное, почти отталкивающее. Снити оказался мягким рыхлым человеком, скорее ниже среднего роста, и теперь лежал с вытянутой шеей и высунутым языком, превращенный смертью в жалкий и мерзкий предмет. Правая рука лежала вдоль тела, но кисти не было. Обрубок у запястья запекся черной кровью, и даже на расстоянии было видно, что отсеченная кисть исчезла. Человек мистера Хардвика все еще стоял при теле, явно не испытывая никакого удовольствия от своей обязанности. В нескольких шагах от него переминались двое деревенских жителей, молча глядевших на страшную находку. Хьюитт первым делом спросил, с какой стороны подошли эти деревенские люди. Узнав это и запомнив их следы, он попросил их оставаться точно на месте, чтобы они не затоптали другие отпечатки, которые еще могли оказаться важными. После этого он занялся осмотром. Сначала Хьюитт поднял глаза к ветви, висевшей меньше, чем в ярде над его головой, и спокойно заметил, что эта веревка находится здесь уже довольно давно. Да, это старая веревка от качелей. Летом на ней качались дети, потом часть ее обрезали, а эти 2 ярда так и остались висеть на ветке. Вот как. Значит, если это сделали Фостеры, случай избавил их от лишней работы. Они могли воспользоваться готовой веревкой, а свой недоуздок унести обратно и тем самым убрать одну возможную зацепку. Сказав это, Хьюитт очень внимательно осмотрел верхушку старого пня, вероятно, оставшегося от дерева, срубленного много лет назад. Потом он повернулся к телу и принялся изучать его уже с совсем иной сосредоточенностью. Когда вы срезали тело, оно упало кучей. Нет, мой человек придержал его насколько смог. И оно ведь не упало лицом вниз. О нет, на спину, как лежит сейчас. Хардвик заметил, что Хьюитт смотрит на грязные пятна на коленях мертвеца. К одному из этих пятен прилип маленький лист, а еще несколько таких же следов виднелись на передней части одежды. Это, кажется, довольно ясно показывает, что он боролся с ними и был брошен вперед. Не так ли? Хьюитт не ответил. Он осторожно, почти брезгливо приподнял правую руку мертвеца за рукав, стараясь не касаться самого тела больше, чем необходимо. Кто-нибудь есть из братьев Фостеров левша? Нет, думаю, нет. Беннет, ты видел их достаточно часто. Крикет, стрельба и все такое. Не припомнишь, чтобы кто-нибудь из них был левшой. Никак нет, сэр. Оба правши. Хьюитт приподнял лацкан пальто и внимательно посмотрел на маленький разрыв в ткани. Затем поднял взгляд на шляпу покойника, лежавшую неподалеку, несколько раз осмотрел ее и снова оставил на земле. После этого он занялся волосами мертвеца. Волосы у Снити были темные, грубые, довольно длинные, зачесанные прямо назад. Вот это выглядит не слишком ровно, правда? Он указал на пряди над правым ухом. Там волосы были не просто короче, чем с другой стороны. Их словно срезали в торопях, неровно и грубо, будто кому-то понадобился сам клок волос. Мистер Хардвик ничего не сказал, но заметно заерзал на месте. Вид у него был такой, словно он считал, что драгоценное время тратится на пустяки, не имеющие никакого отношения к делу. От тела, кажется, уже мало что можно узнать. Думаю, я вполне вправе распорядиться об их аресте, не так ли? Более того, я, пожалуй, и так потерял слишком много времени. В эту минуту Хьюитт ощупывал землю и ветки среди кустов за деревом, с которого было снято тело. Он не сразу ответил, будто еще проверял какую-то мысль, прежде чем произнести ее вслух. На вашем месте, мистер Хардвик, я бы сейчас ничего подобного не делал. По правде говоря, мне кажется, именно кажется, что братья Фостеры сегодня могли вообще не видеть этого человека. Снити. Не видели его? Простите, дорогой сэр, но тут и спорить ни о чем. Это установлено совершенно точно, доказательства прямые. Одно за другим. И каждое само по себе почти достаточно. Уже одни угрозы братьев и то, в каком виде найдено тело, по-моему, говорят достаточно ясно. Но это еще не все. Взгляните хотя бы на следы. Они шли рядом с ним, один с одной стороны, другой с другой, без малейшего сомнения.
Значит, они были последними людьми, которые находились возле Снити, как ни поверни это дело. И вы же не хотите, чтобы кто-нибудь поверил, будто мертвец, даже если он сам повесился, сначала отрубил себе руку. А если хотите, то где тогда эта рука? И даже если отбросить все это, хотя каждый из этих доводов сам по себе уже почти целое дело, Фостеры все равно должны были увидеть тело, когда проходили мимо. Но о них до сих пор ничего не слышно. Почему они не подняли тревогу? Они ушли прямо в противоположную сторону от дома, и дальше за гравием есть их следы, вы их еще не видели. Хьюит перешагнул туда, где участок чистого гравия заканчивался, с противоположной стороны от той, с которой мы подошли к ручью. И там действительно снова появились уже знакомые следы братьев, уходившие прочь от места гибели Снити. Да, я их вижу. Разумеется, мистер Хардвик, вы поступите так, как сочтете правильным, и в любом случае арест не принесет большого вреда, кроме ужасного испуга для этой несчастной семьи. И все же, если вам интересно мое впечатление, оно остается прежним. Мне кажется, что Фостеры сегодня Снити не видели. Но что же тогда с рукой? На этот счет у меня есть предположение, но пока это только предположение. Если я скажу его сейчас, вы, вероятно, сочтете его нелепым и уж точно не станете принимать всерьез. Возможно, вы были бы в этом даже вполне извинительны. Дело сложное, а если в моей догадке есть хоть что-нибудь верное, это один из самых необычных случаев, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Оно чрезвычайно меня заинтересовало, и сейчас я намерен немного проследить ту мысль, которая у меня возникла. Полагаю, с полицией вы уже связались. Я сразу отправил телеграмму в Шопертон, как только узнал о случившемся. Ехать оттуда миль 12, но я уже удивляюсь, что полиция до сих пор не прибыла. Впрочем, они вряд ли задержатся надолго. Не знаю, где теперь деревенский констебль. Хотя какая разница, толку с него все равно было бы мало. А что до вашей мысли, будто Фостеров нельзя подозревать, мистер Хьюит? Никто не уважает ваше мнение больше меня, но только подумайте сами. Это невозможно во всех отношениях. Как только прибудет полиция, я велю идти по этому следу и задержать Фостеров. Я был бы дураком, если бы поступил иначе. Что ж, мистер Хардвик, вы, конечно, сделаете то, что считаете своим долгом, и будете совершенно правы со своей точки зрения. Но все же я посоветовал бы вам еще раз взглянуть на эти 3 цепочки следов на тропе. А я пока посмотрю вот в эту сторону. С этими словами Хьюит свернул вверх вдоль ручья, стараясь идти по гравию у самой воды. Я последовал за ним, понимая, что он уже оставил очевидную версию позади и теперь ищет совсем другой путь. Мы поднялись по склону и вскоре среди деревьев вышли к месту, где маленький ручей вытекал из размытых неровностей в верхней части леса. Здесь чистый гравий кончался, а впереди лежал большой участок мокрой глинистой земли. На этой сырой земле виднелось несколько следов от копыт скота и 1-2 человеческих отпечатка. 2 из них, составлявшие пару, были самыми свежими и самыми отчетливыми. И Хьюит стал изучать их с особым вниманием. Он измерял каждый след, смотрел направление, сравнивал глубину и форму отпечатков. Казалось, для него эти 2 отметины в глине говорили больше, чем все громкие доводы мистера Хардвика. Обратите внимание на эти следы. Они могут оказаться важными, а могут и не иметь значения, это мы еще увидим. К счастью, они очень приметные. Правый ботинок был сильно изношен. Подошва повреждена. Возле поврежденного места торчал маленький лоскут кожи. Он загнулся вниз и вдавился в мягкую землю. Трудно желать более удачной отметки. И ясно, что это самые свежие следы, ведущие сюда со стороны большой дороги, которая лежит прямо впереди, за остальной частью леса. Я посмотрел в ту сторону, куда указывал Хьюит. Между деревьями тянулась дальняя полоса просвета, и где-то за ней, невидимая отсюда, проходила большая дорога. Теперь дело начинало принимать иной вид. Кроме Снити и братьев Фостеров, в лесу мог быть еще кто-то, и этот кто-то, судя по всему, пришел сюда совсем недавно. Я спросил Хьюита, значит ли это, что на месте трагедии побывал кто-то еще, кроме жертвы и братьев. Он не стал уклоняться от ответа. Да, именно так я и думаю. Но послушайте, на дороге какая-то повозка, вы видите, между деревьями. Да, это полицейская телега. Мы сможем сообщить мистеру Хардвику о ее прибытии, когда будем спускаться обратно.
Мы повернули назад и быстро пошли вниз по склону, туда, откуда пришли. Мистер Хардвик и его человек все еще оставались у тела, а рядом появился еще один деревенский зевака, пришедший поглазеть на страшное происшествие. Мы сказали Хардвику, что полиция скоро будет на месте, а затем двинулись дальше вдоль гравия, огибая ручей и направляясь к нижней части леса. Здесь Хьюитт пошел особенно осторожно, все время посматривая по сторонам, нет ли отпечатков на соседней мягкой земле. Но их не было, потому что гравийная кромка ручья сама образовывала нечто вроде узкой тропинки, а деревья и подлесок по обе стороны стояли густо и тесно. В нижней части леса мы вышли на небольшой открытый участок возле проселочной дороги. И здесь, почти у самой дороги, там, где ручей падал в канаву, Хьюитт вдруг наклонился к земле с такой резкостью, словно наконец увидел то, чего ждал. Смотрите, вот он. Правая нога с тем самым порванным куском кожи, а рядом на мокром краю дороги соответствующий отпечаток левой ноги. Человек с поврежденным ботинком шел по твердому гравию от самого истока ручья до этого места. И именно его след остается единственным необъясненным следом возле тела. Ну что, Брэд, у нас начинается настоящее приключение. Готовы пожертвовать обедом у вашего дяди и пойти дальше? Я невольно оглянулся назад в сторону Ротерби, где мой добрый дядюшка, вероятно, уже представлял нас за столом. Мысль о его обиде была неприятна, но в голосе Хьюитта звучало то спокойное напряжение, которое обычно означало, что дело нельзя откладывать. Я спросил, не можем ли мы все-таки вернуться и предупредить полковника. Хьюитт покачал головой почти сразу, не сводя глаз с дороги. Нет, времени терять нельзя. Мы должны проследить этого человека. Точнее, я должен. Вы, конечно, можете идти со мной или остаться, как сочтете нужным. Я поколебался всего несколько секунд, представляя себе полковника, который час или два ждет обеда и все больше сердится. Но любопытство оказалось сильнее, и я решил идти за Хьюиттом. Я сказал, что если путь будет лежать по дорогам, мы, вероятно, встретим кого-нибудь, кто направится в сторону Ротерби и сможет передать моему дяде записку. После этого я уже не удержался и спросил Хьюитта, какова его теория. Я признался, что совершенно ничего не понимаю. Все, что говорил Хардвик, казалось мне почти бесспорным, ведь следы показывали, что трое шли вместе к месту гибели, а потом братья ушли одни, и все остальные обстоятельства будто указывали туда же. Я спросил, какой еще человек в этих местах мог иметь причину для такого преступления. Разве что кто-нибудь из обманутых вкладчиков компании Снити. Мотив, как мне кажется, здесь чрезвычайно необычный. Не просто странный, а словно пришедший из прошлых веков. Не задавайте мне пока вопросов, Брэд. Думаю, очень скоро вы сами поймете, почему я не хочу говорить раньше времени. А теперь идемте, нам нужно прибавить шагу. Мы ускорили ход по проселочной дороге. Она была твердая и сухая, почти без таких мест, где мог бы сохраниться отпечаток ноги, разве что кое-где у самых краев. Но Хьюитт на эти края даже не взглянул. В конце дорога выходила на боковую дорогу, и на повороте Хьюитт остановился, внимательно осматривая землю. Я не заметил там ничего, что можно было бы назвать ясным следом. Для меня земля оставалась такой же пустой и твердой, как прежде. Однако Хьюитт почти сразу повернул направо, и мы снова пошли быстрым шагом, словно нужное направление для него уже не вызывало ни малейшего сомнения. Я не выдержал и спросил, как он понял, куда нужно сворачивать. Хьюитт ответил коротко, даже не замедляя хода. «Разве вы не заметили? На следующем повороте я вам покажу». Примерно через полмили дорога раздваивалась. Здесь Хьюитт наклонился и молча указал на две маленькие веточки, положенные крест на крест, причем более длинная из них указывала на левую ветвь дороги. Мы свернули налево и пошли дальше. Теперь я начал понимать, что Хьюитт следит не только за человеком с поврежденным ботинком, но и за чьими-то тайными знаками, оставленными для него на дороге. Наш человек делает ошибку. Он оставляет сообщения своих друзей там, где их могут прочитать враги. Мы спешили вперед почти без разговоров. Я был слишком озадачен всем, что Хьюитт уже сказал и сделал, чтобы составить хоть сколько-нибудь разумное предположение о цели нашей погони. Кто был этот таинственный человек с порванным ботинком? Какое отношение он имел к смерти Снити? Что означала исчезнувшая рука? И кто были эти друзья, оставлявшие ему указания с помощью скрещенных веток?
Я понимал, что расспрашивать Хьюита бесполезно. Когда он просил не задавать вопросов, это значило, что ответ еще не созрел, или что он намеренно бережет его до нужной минуты. По дороге мы встретили человека, и я передал через него короткую записку своему дяде. В ней я написал, что мы задерживаемся по делу, и чтобы он ради всего святого не ждал нас с обедом. Вскоре после этого мы вышли на большую дорогу. И здесь у самого угла снова лежало странное сообщение из веточек. Колесо повозки уже проехало по ним и раздавило их, но не сдвинуло настолько, чтобы возникло сомнение. Направление было указано направо, и Хьюит без колебаний свернул туда. Немного дальше по дороге стояла гостиница. Мы вошли внутрь, и Хьюит купил пинту ирландского виски, плоскую бутылку для него, а также буханку хлеба и немного сыра. Все это завернули в бумагу, и мы унесли припасы с собой. Мне оставалось только гадать, зачем сыщику, начавшему погоню по следам убийства, вдруг понадобились виски, хлеб и сыр. Вот это и будет нашим обедом. Сказал Хьюит, когда мы вышли из гостиницы обратно на дорогу. Я взглянул на бутылку виски, на хлеб и сыр, завернутые в бумагу, и не сразу понял, шутит он или говорит совершенно серьезно. Я спросил его с некоторым удивлением, неужели мы собираемся вдвоем выпить целую пинту дешевого виски. Хьюит только улыбнулся, словно именно такой вопрос и ожидал. Не тревожьтесь. Возможно, мы найдем кого-нибудь, кто поможет нам с этим, кого-нибудь не столь взыскательного к качеству, как вы. Теперь мы спешили еще сильнее. Сумерки уже сгущались, и Хьюит явно опасался, что в темноте станет трудно находить и читать знаки из веточек, которые до сих пор так верно вели нас вперед. Мы сделали еще 2 поворота, и на каждом нас встречало тоже молчаливое указание, 2 скрещенные ветки, положенные так, чтобы показать дорогу. Для меня в этой охоте за невидимым человеком было что-то почти жуткое. Мы не знали, кого преследуем, не понимали, зачем он был у тела Снити, и почему кто-то оставляет для него эти странные знаки. Но на каждом повороте перед нами снова появлялся этот безмолвный крест из веток, и мы шли дальше как будто по приказу. После 2-го поворота мы почти побежали рысью по длинной извилистой дороге. Но вскоре рука Хьюита легла мне на плечо, и мы остановились. Он указал вперед, туда, где за изгибом живой изгороди виднелся какой-то большой предмет. Его нижняя часть была освещена снизу, будто рядом горел костер или фонарь. Теперь пойдем шагом. Запомните, мы просто путешествуем пешком и оказались здесь совершенно случайно. Мы двинулись дальше широким уверенным шагом, а Хьюит даже начал весело насвистывать. Через несколько мгновений мы обогнули изгородь и увидели, что большой предмет был дорожным фургоном. Рядом с ним стояли еще 2 таких же фургона, расположенные на травяной площадке у дороги. Это был цыганский лагерь, видимо, остановившийся совсем недавно, потому что один человек еще натягивал веревку палатки возле повозок. 2 или 3 угрюмых здоровяков лежали возле костра, горевшего посреди стоянки. У дверей одного фургона стояла женщина с большим чайником в руке, а у нижней ступеньки сидел на перевернутом ведре старик с более приветливым лицом. Хьюит сошел с дороги прямо к костру. В его походке, поклоне и улыбке было какое-то неуловимое смешение бродяжьей свободы, почтительности и веселой уверенности. Куштабок, приятели. Люди у костра не ответили. Они продолжали хмуро смотреть перед собой, будто появление 2 незнакомцев их совершенно не касалось. Хотя, конечно, они заметили нас сразу. Человек у палатки быстро обернулся, но только на мгновение, а старик на ведре поднял голову и кивнул, и Хьюит тотчас понял, что именно с него лучше начинать разговор. Он подошел к старику, протянул руку и сказал еще несколько слов на цыганском языке. Я тогда почти ничего не понял, но по тону было ясно, что это было дружеское приветствие. Саршин, Даддо, дай мне твою руку. Старик улыбнулся и пожал Хьюиту руку, хотя все еще не сказал ни слова. Тогда Хьюит достал плоскую бутылку виски, и выражение лиц вокруг костра изменилось куда заметнее. Крепкого заводу, друзья. Дайте мне воды, а половина крепкого будет ваша. Виски сделал свое дело. Меньше чем через 20 минут мы уже казались им почти своими странствующими путниками, которые знают их язык и обычаи. А половину этого времени уже пили с ними чай у костра. Те 2 или 3, которых мы застали возле огня, все еще держались настороженно.
Позже я понял, что они были лишь наполовину цыганами и почти не понимали настоящего цыганского языка. Зато старик и еще 1-2 человека были, по-видимому, более чистой крови и разговаривали свободно. Одна из женщин тоже охотно вступала в беседу, поглядывая на нас с живым любопытством. Они сказали, что принадлежат к семье Ли и через 3 дня собираются быть на Виртсбийском ипподроме. Хьюитт объяснил, что мы тоже путники, и, возможно, еще увидимся с ними на скачках. После этого он принялся рассказывать цыганские истории, а они отвечали своими к моему полному недоумению. Я улавливал лишь отдельные слова, да и те не всегда мог связать между собой. Позже Хьюитт объяснил мне, что большая часть этих историй касалась браконьерства, а время от времени туда вплетались случаи о покупке, продаже и обмене лошадей. С тех пор я немного выучил цыганский язык, но тогда понимал лишь обрывки. Во всем этом разговоре человек, которого мы первым заметили у палаточной веревки, почти не участвовал. Он лежал в стороне, отвернув голову от костра и молча курил трубку. Он был заметно темнее всех остальных, настолько темнее, что казался человеком еще более смуглой породы, чем те, кто сидел вокруг нас. В его неподвижности было что-то замкнутое и недоброе. Вдруг посреди длинной истории старика, совершенно непонятной для меня, я поймал взгляд Хьюитта. Он почти незаметно приподнял одну бровь и на мгновение бросил взгляд на свою трость. Я проследил за этим взглядом и увидел, что трость Хьюитта указывает к ногам того самого смуглого человека, который до сих пор не произнес ни слова. Он лежал, перекинув одну ногу через другую, так что подошвы его башмаков были обращены к огню. И в красном свете костра я увидел то, что сразу заставило меня замереть. Правая подошва была сильно стерта и повреждена. Маленький треугольный лоскут кожи загнулся под нее именно в том месте, которое мы уже знали по следам в Роттербийском лесу. Я не мог оторвать глаз от человека с поврежденным башмаком. Казалось, именно в нем скрыт ответ. Именно вокруг этого молчаливого чужака сходились все нити странного преступления в Роттербийском лесу. Но что это был за ответ, я не понимал. Зачем он приходил к месту смерти Снити? Почему его след оказался там, где его никто не ожидал? И какое отношение имела ко всему этому пропавшая рука? Хьюитт, между тем, продолжал говорить, шутить и поддерживать беседу с почти неистовой живостью. Те из мужчин, кто молчал, в основном угрюмо курили, но стоило кому-нибудь заговорить, как он сразу оживлялся и становился куда разговорчивее. Я тоже раз или два попытался вмешаться, хотя мои усилия нельзя было назвать особенно успешными. Единственным заметным результатом стало то, что один из мужчин предложил мне табаку из своей коробки. Запах этого табака едва не заставил меня потерять равновесие. В ответ он попробовал немного моего, и хотя похвалил его с врожденной вежливостью, и даже докурил трубку до конца. Я ясно видел, что моя смесь кажется ему жалкой слабостью рядом с его собственным ужасным табаком. Через некоторое время человек с поврежденным башмаком поднялся, лениво побрел к своей палатке и исчез внутри. И тогда Хьюитт, как бы между прочим, задал вопрос, который я позже перевел бы так. «Я вижу, здесь не все из семьи Ли». «Все Ли, приятель. Здесь все Ли». «Но он ведь не Ли». Хьюитт едва заметно кивнул в сторону палатки, куда только что ушел человек с поврежденным башмаком. Старик посмотрел туда, потом снова перевел взгляд на Хьюитта. «Почему же не Ли, приятель? Мы Ли, и он с нами. Значит, он тоже Ли». «Ну да, конечно. Только я вижу, что он пришел из-за воды. Дайте-ка угадаю страну, откуда он родом, Румыния, верно? Может быть, валашская сторона». Мужчины переглянулись. В их взглядах мелькнуло недоверие, но вместе с тем и уважение, будто Хьюитт назвал вещь, которую чужак знать не должен был. «Ты прав, приятель. Ты умнее, чем мы сначала подумали. Да, так называют его страну. Он кузнец, ходит с нами, подковывает лошадей и чинит фургоны. Но он с нами, а раз он с нами, значит он Ли». Разговор и курение продолжались. Через некоторое время человек с поврежденным башмаком вернулся из палатки и снова лег у костра. Все так же молча и отдельно от остальных. Когда виски кончился, Хьюитт под каким-то предлогом, которого я тогда не понял, выпросил у одного из мужчин кусок веревки. После этого мы начали прощаться, и вокруг костра послышались дружные пожелания доброй ночи.
Куштар-Орди, друзья, доброй ночи вам и хорошей дороги. Было уже почти 10 часов вечера. Мы быстро пошли обратно, пока не добрались до той самой гостиницы, где раньше купили виски, хлеб и сыр. Там Хьюит после некоторых хлопот сумел нанять деревенскую тележку. Пока возчик запрягал лошадь, Хьюит подошел к живой изгороди и срезал оттуда 2 короткие палки. Каждую из них он разделил надвое, так что получилось 4 крепких обрезка, каждый длиной чуть меньше 6 дюймов. Потом он связал их попарно, соединяя середины куском веревки длиной примерно в 9 или 10 дюймов. Когда работа была закончена, Хьюит передал одну такую пару мне. Вид у этого приспособления был простой, почти грубый, но в руках Хьюита оно сразу стало выглядеть неприятно убедительно. Наручники. И надо сказать, совсем не дурные. Смотрите, пользоваться ими нужно вот так. Он обвел веревку вокруг моего запястья, взял оба деревянных конца в руку и слегка повернул их. Этого легкого движения оказалось вполне достаточно, чтобы я понял, какую мучительную боль может причинить более сильный поворот. Человек, пойманный таким образом, оказался бы совершенно беспомощен в руках тех, кто готов пользоваться этим простым орудием без жалости. И тогда я понял, что Хьюит готовится уже не только следить, но и брать кого-то живым. Я спросил, для кого предназначены эти странные наручники? Для человека с поврежденным башмаком. Хьюит коротко кивнул, будто иного ответа тут быть не могло. Да, я рассчитываю, что около полуночи мы найдем его одного. Теперь вы знаете, как этим пользоваться. Было уже совсем близко к 11, когда тележка наконец была готова, и мы тронулись в путь. Примерно за четверть мили от цыганского лагеря Хьюит велел извозчику остановиться и дал ему короткие указания ждать нас на месте. Мы пролезли через изгородь и пошли по мягкой земле за ней, направляясь к фургонам и палатке. Теперь каждый шаг требовал осторожности, потому что любой треск ветки мог выдать нас раньше времени. Сверните носовой платок в тугой комок. В ту секунду, когда я схвачу его, затолкните платок ему в рот глубоко, чтобы он не мог легко выплюнуть его. Скорее всего, он будет наклонен, и это облегчит дело. Мы резко потянем его назад. А теперь тише. Мы двигались дальше, пока между нами и стоянкой не осталась только живая изгородь. Было уже ближе к полуночи, чем к 11, но ожидание показалось мне бесконечным. И все же время, как бы медленно оно ни тянулось, не бывает вечностью. Наконец из палатки донесся легкий шорох, потом еще один, и через минуту человек, которого мы ждали, стоял почти перед нами. Он направился прямо к пролому в изгороди, мимо которого мы прошли раньше. Мы пригнулись ниже и замерли, стараясь даже дышать как можно тише. Он выбрался на нашу сторону изгороди, повернувшись к нам спиной, и пошел вдоль нее, как шли мы, только в противоположном направлении. Мы последовали за ним. В руке он нес что-то похожее на большую связку палок и веток. По его осторожным движениям было видно, что он стремится к скрытности не меньше нашего. Время от времени он останавливался и прислушивался. К счастью, луны не было, иначе, обернувшись раз или два, как он это делал, он почти наверняка заметил бы нас в темноте. Поле впереди спускалось вниз, а другая изгородь уходила под прямым углом к небольшой ложбине. Именно туда направился человек с поврежденным башмаком, и мы пошли следом, держась в тени новой изгороди. Вскоре он внезапно остановился, наклонился и положил свою связку на землю перед собой. Потом присел рядом, достал из кармана спички, чиркнул одной, и через мгновение на земле вспыхнул маленький костер из веток. Огонь быстро разгорелся и поднял густой белый дым. Я совершенно не мог понять, что все это значит, но странность происходящего начала действовать на нервы сильнее любой прямой опасности. Мертвое тело в лесу с отсеченной кистью, загадочные намеки Хьюитта, погоня за человеком с порванной подошвой, цыганский костер, тайные знаки из веток. Все это слилось в одну мрачную цепь. Прошло всего несколько часов, но мне казалось, что мы забрались в такую глубину чужой и страшной истории, где обычные объяснения больше не действуют. Я чувствовал это почти физически, как холодное напряжение в груди. Человек согнул тонкую палку пополам и стал пользоваться ею как щипцами. Затем он поднял с земли какой-то предмет и поднес его к пламени. Даже в моем возбуждении я заметил одну деталь: он сгибал и держал палку левой рукой. Эта мелочь странным образом ударила в память,
потому что Хьюит уже спрашивал, не был ли кто-нибудь из братьев Фостеров левшой. Мы подкрались ближе. Когда я оказался всего в 3 ярдах позади него и заглянул через его плечо, предмет в его руках вдруг отчетливо выступил черным силуэтом на тускло-красном фоне огня. Это была человеческая рука. Должно быть, я как-то выдал свое потрясение и ужас, потому что Хьюит мгновенно сжал мою руку выше локтя. Я повернулся и увидел его лицо совсем рядом, а палец был поднят в предупреждающем жесте. Потом Хьюит достал свое самодельное приспособление для запястий и сделал движение ладонью ко рту. Я понял, что он напоминает мне о кляпе, и мы шагнули вперед. Человек тем временем переворачивал свою страшную находку над потрескивающими ветками, будто хотел прокоптить и высушить ее со всех сторон. В следующую секунду рука Хьюита потянулась к нему. Все произошло молниеносно. Мы дернули его назад, он потерял равновесие и рухнул на спину. А я успел втиснуть свернутый платок ему между зубами в тот миг, когда он раскрыл рот. Мы сразу захватили его запястье веревочными петлями. Я никогда не забуду выражение его лица, когда он лежал на земле, бледный, обезумевший от ужаса, с глазами, полными не просто страха, а настоящего смертельного отчаяния. Позже, когда я узнал больше, я понял причину этого ужаса. В ту минуту же мне казалось, что перед нами человек, захваченный не столько полицией или сыщиком, сколько самой судьбой. Хьюит взял оба захвата в одну руку и вдавил кляп глубже в рот пленника, так что тот почти задохнулся. Рядом с костром лежал кусок мешковины, и Хьюит приказал мне заняться тем, что оставалось у огня. Я с трудом заставил себя сбросить эту ужасную кисть с деревянных щипцов на грубую тряпку. Затем завернул ее в тугой сверток, понимая, что, вероятно, именно для этого тряпка и была принесена сюда. После этого мы подняли пленника на ноги и поспешили с ним к тележке. Вся поимка от первого рывка до ухода с места едва ли заняла больше 30 секунд. Но пока я спотыкался о неровности поля, держась у левого локтя нашего пленника, все происходящее казалось мне сном. Тем особым сном, о котором человек знает, что спит, но все равно не может проснуться. Сначала пленник шел довольно тихо, хотя тяжело дышал, сопел и давился из-за туго свернутого платка, забитого ему в рот. Но внезапно он рванулся вниз и в сторону, очевидно надеясь неожиданным движением освободить запястье. Хьюит был настороже. Он тут же повернул деревянные захваты, и пленник дернул головой с глухим жалким воем, который не мог прорваться наружу из-за кляпа. Но вместе с этим движением рот его раскрылся шире, и каким-то несчастным случаем платок выпал. В ту же секунду человек закричал во весь голос, зовя на помощь. «Быстрее, тащите его. В фургонах услышат. И не забудьте руку». Я схватил упавший платок и снова прижал его к рту пленника, как только мог. Потом мы вместе почти побежали, волоча его между собой, а Хьюит всякий раз пресекал сопротивление коротким болезненным поворотом своих самодельных наручников. До дороги было всего около 250 ярдов, но даже для нас этот путь оказался тяжелым. Для цыгана же эти 1,5 минуты, должно быть, стали настоящей пыткой. Один раз, пока мы пробирались по неровному полю, ему все же удалось снова издать крик. И нам показалось, что откуда-то со стороны лагеря донесся ответный голос. Мы кое-как перевалили его через перелаз, все трое запутавшись и чуть не рухнув вместе. Затем протащили и протолкнули его через узкий просвет в изгороди, уже почти не разбирая, где у него руки, где ноги. Теперь до тележки оставалось совсем немного. Мы добежали до нее и без всякой нежности бросили пленника внутрь, чем привели извозчика в такое смятение, что он, кажется, едва сам не закричал о помощи. Но едва мы оказались в тележке, я сам схватил вожжи и кнут. Хьюит занялся пленником, а я погнал лошадь в сторону Роттерби так быстро, как только могла идти эта деревенская повозка. Сначала мы направились к дому мистера Хардвика, но там узнали, что он находится у моего дяди. Тогда мы сразу поехали дальше к дому полковника. По дороге нам сообщили, что братьев Фостеров уже арестовали вскоре после нашего ухода из леса. Их задержали, когда они возвращались в Ранворт другой дорогой. Мы ввели нашего пленника в библиотеку полковника, где сидели сам дядя и мистер Хардвик. Комната, еще недавно бывшая мирным убежищем для разговоров и послеобеденного покоя, вдруг стала похожа на место допроса. Я не совсем уверен, в чем именно мы можем его обвинить, если только не в похищении части мертвого тела. Но вот,
Перед вами преступник. Пленник лишь опустил глаза. Лицо его оставалось угрюмым, темным и непроницаемым. Словно он заранее решил не выдать ни страха, ни признания, ни даже понимания происходящего. Хьюитт заговорил с ним раз, потом другой. Наконец пленник произнес странным акцентом несколько слов, которые для моего уха прозвучали примерно как чужая исковерканная фраза. Кикин Джиннави. Кек-Джин. Кекина Джинни. Хьюитт произнес это громко и отчетливо, тем особым тоном, каким люди невольно говорят с иностранцем, надеясь, что ясность заменит общий язык. Пленный понял его и покачал головой. Но больше он не сказал ни слова и ни на один вопрос не ответил. Сколько бы Хьюитт ни пытался добиться от него хоть какого-нибудь объяснения. Он иностранный цыган, как я и думал. Валлах, по всей вероятности. Их говор старше и чище, чем язык английских цыган, и похожи в нем только некоторые корневые слова. Но, думаю, завтра мы все же заставим его объяснить по крайней мере одно. Фостеры не имели отношения, во всяком случае, к отсечению кисти с нити. А сама же кисть, кажется, вот она. Хьюитт осторожно приподнял складки тряпки, под которыми лежал страшный предмет. На мгновение в свете лампы снова показалась человеческая кисть. Потом он также осторожно накрыл ее обратно. В комнате повисла тишина. Даже мистер Хардвик, еще недавно уверенный в своей версии до последней мелочи, теперь смотрел на тряпку с выражением человека, перед которым привычное дело внезапно стало чужим и непонятным. Но что же это значит? Что все это вообще значит? Мистер Хардвик смотрел то на Хьюитта, то на завернутую в тряпку кисть, и в его голосе впервые звучала не уверенность судьи, а растерянность человека, у которого из рук вырвали готовое объяснение. Вы хотите сказать, что этот человек был сообщником? Вовсе нет. Это было самоубийство. И думаю, вы согласитесь со мной, когда я объясню. Этот человек просто нашел тело, висящим на дереве, и украл руку. Но ради чего? Ради всего святого. Ради руки славы. Хьюитт повернулся к пленному цыгану и указал на предмет, лежавший на столе под тряпкой. Потом произнес короткое слово на его языке. Ягварст, да? В глазах пленника мелькнул быстрый проблеск понимания. Он не сказал ни слова, но этого взгляда было достаточно, чтобы Хьюитт убедился в своей догадке. Что до меня, я был поражен сильнее прежнего. Неужели старое суеверие о руке славы могло не просто сохраниться в сказках и книгах, а жить в наши дни как настоящая практическая вера? Вы, конечно, знаете это суеверие. В прошлом веке оно существовало и в Англии, когда на перекрестках еще нередко висели трупы казненных преступников. На континенте в отдельных местах эта вера продержалась дольше, а среди валашских цыган она всегда имела особую силу и, как видите, кое-где жива до сих пор. Суть поверья такова. Правая рука повешенного человека, отсеченная и высушенная в дыму особого дерева и трав, становится магическим предметом. После этого к каждому пальцу прикрепляют фитиль, сделанный из волос самого мертвеца. Фитили, разумеется, смазывают жиром, а когда их зажигают, рука будто бы дает вору власть входить куда угодно. С такой рукой славы вор. По поверью может свободно ходить по чужому дому, отпирать двери, брать что захочет, и никто не сможет ему помешать. Все, к кому приближается эта рука, становятся беспомощными, не могут ни двинуться, ни заговорить. Возможно, вы помните разговоры о так называемых воровских свечах в связи с ужасными убийствами в Уайтчепеле. Это лишь одна из разновидностей того же культа руки славы. Да, помню, кажется, я читал об этом. И если не ошибаюсь, в легендах Инглдсби тоже есть такая история. Есть. Она прямо так и называется – «Рука славы». Вы, вероятно, помните заклинание что-то вроде «Откройся замок от стука мертвой кисти». Но сейчас, думаю, лучше вызвать констебля и поместить этого человека в надежное место до утра. Его, конечно, следует обыскать. Полагаю, у него найдут волосы, которые, как я заметил, были срезаны с головы с нити. Деревенский констебль вскоре прибыл со своими железными наручниками, которые заменили веревочные захваты Хьюитта, так тяжело измучившие запястья нашего пленника. Цыгана увели в маленькую камеру при деревенском участке. Он шел молча, с тем же угрюмым лицом, но теперь в его молчании чувствовалось уже не презрение, а страх. Когда пленника увели, мой дядя и мистер Хардвик почти одновременно повернулись к Мартину Хьюитту. Теперь у обоих было больше вопросов, чем уверенности. Почему вы называете это самоубийством? По следам совершенно ясно, что Фостеры были с ним в это время.
Вы хотите сказать, что они стояли рядом и смотрели, как Снити вешается, не пытаясь вмешаться? Нет, я вовсе этого не говорю. Кажется, я уже сказал вам, что они вообще не видели Снити. Да, вы это сказали. И, конечно, именно так они сами заявили при аресте. Но ведь это невозможно. Посмотрите на следы. Именно следы и показали мне, что это вовсе не невозможно. Хьюитт спокойно зажег сигару, словно разговор шел не о смерти человека, ложном обвинении и страшной находке, а о какой-нибудь тонкости в игре. Потом он начал объяснять дело с самого начала. Я объясню вам все по порядку. Вот как эта картина сложилась у меня в голове. Сначала кучер в Ранворте. Он услышал разговор Фостеров. Но этот разговор еще не доказывал убийство. Братьев срочно вызвали домой. Они только что говорили с матерью. Потом был разговор с сестрой. И после всего этого братья выглядели сильно встревоженными. Генри сказал, что дело должно быть сделано немедленно, и что раз их двое, трудностей быть не должно. Роберт сказал, что Генри, как врач, лучше знает, как за это взяться. Теперь вспомните, полковник Брэд еще до того, как мистер Хардвик рассказал нам все эти подробности. Вы говорили, что поведение Снити в последнее время стало настолько странным, будто он близок к безумию. Затем была история с его внезапным нападением на торговца в деревне и таким же внезапным бегством домой. Именно такие резкие бессмысленные поступки часто совершают люди, у которых рассудок уже не вполне владеет волей. Почему же тогда не предположить, что Снити действительно сошел с ума? Тем более, если вспомнить все обстоятельства, его разорение, позор, ненависть окружающих и чудовищную жизнь в доме жены и ее семьи. Представьте, что его состояние внезапно стало гораздо хуже, и он сделался совершенно неуправляемым. Две несчастные женщины, оставшиеся с ним одни, могли в отчаянии послать за Генри и Робертом, чтобы те немедленно приехали и помогли. Это объяснило бы все. Братья приезжают как раз после того, как Снити вышел из дома. И в коротком спешном разговоре мать и сестра рассказывают им, до какой опасной точки дошло дело. Решение принимается сразу, Снити нужно задержать и поместить в лечебницу, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Он только что ушел, и, возможно, нечто страшное происходит именно в эту минуту. Братья решают идти за ним немедленно и схватить его там, где найдут. Теперь их разговор становится совершенно понятным. Дело, которое должно быть сделано сразу, это не убийство, а задержание Снити. Генри, как врач, должен был лучше знать, что делать дальше и какие формальности потребуются для помещения человека в лечебницу. А недоуздок они взяли на случай борьбы, если понадобится связать буйного безумца. Согласитесь, такое объяснение вполне возможно. Да, пожалуй. Более того, это действительно возможно. Признаюсь, мне такая мысль совершенно не приходила в голову. Потому что вы с самого начала поверили, что было совершено убийство, а когда потом узнали предварительные обстоятельства, стали смотреть на них уже через эту готовую уверенность. Теперь перейдем к тому, что я увидел сам. На поле я осмотрел следы и согласился с вами. Потому что это было очевидно, Снити прошел первым, а братья шли за ним, местами наступая поверх его отпечатков. Так продолжалось довольно долго. Следы уходили все дальше, уже в самый лес. Но потом все изменилось. Следы братьев вдруг разошлись. Один след пошел справа от следов Снити, другой — слева. Самый простой вывод был очевиден. Именно его вы и сделали. Будто Фостеры догнали Снити, а потом пошли рядом с ним. Один справа, другой слева. Но я вовсе не был уверен, что это единственное объяснение. Была и другая, не менее простая возможность, которая как раз могла оказаться истинной. Именно там, где следы братьев разошлись, тропинка внезапно стала гораздо грязнее. Деревья нависали плотнее, солнце туда почти не попадало, и середина тропы оставалась сырой. Самая мокрая грязь, как и следовало ожидать, была именно посередине. Поэтому для двух хорошо одетых молодых людей было совершенно естественно разойтись в стороны, чтобы обходить грязь по краям. С другой стороны, человек в состоянии Снити, если мы допускаем, что он был безумен и уже думал о самоубийстве, шел бы прямо по центру. Он не обращал бы внимания ни на грязь, ни на лужи, ни на собственные ботинки. Я тщательно осмотрел все отпечатки, и эта мысль подтвердилась. Ноги братьев почти всюду попадали на самые сухие места, а длина шагов была неровной. Это означало, что они выбирали дорогу, осторожно ступая туда, где меньше грязи, а следы Снити шли прямо. Он ни разу не свернул в сторону.
даже перед самыми грязными лужами. И вот тут появились первые основы моей версии. У ручья следы, разумеется, исчезали из-за твердого гравия. Тело лежало слева на травянистой горочке, а на такой траве следы почти невозможно разобрать. Я часто могу видеть отпечатки на траве там, где другие не замечают ничего. Но здесь долго осматривать было почти бесполезно, потому что вы и ваш человек уже ходили по этому месту. Какие бы слабые следы там ни оставались, отличить одни от других было бы почти невозможно. Под ветвью, на которой висел с нити, стоял старый пень с плоской верхушкой, оставшийся от давно спиленного дерева. Я осмотрел его и увидел довольно ясный отпечаток грязной подошвы. Стало понятно, что с нити стоял на этом пне, когда веревка уже была у него на шее. И обратите внимание, грязь не была размазана, как это, вероятно, случилось бы, если бы его поставили туда силой и столкнули. Это был простой отпечаток ноги. Ясный и понятный. Еще один намек на самоубийство. Но затем возникло возражение. То самое, которое вы уже высказали. Братья Фостеры, несомненно, шли за Снити. И они прошли этой дорогой. Значит, если Снити повесился до их прихода, братья должны были его увидеть. Они должны были наткнуться на тело. И вот тогда я занялся самим телом. На коленях была грязь. К одному колену прилип маленький лист. Этот лист подходил к листьям на кусте за деревом. Он был свежий, не сухой, значит, оторвался совсем недавно. После осмотра тела я подошел к кусту за деревом. Там, в самой гуще ветвей, я увидел следы коленей. Они были достаточно отчетливы. В одном месте колено придавило к земле ветку куста, и именно с этой ветки не хватало листа. Того самого свежего листа, который прилип к колену мертвеца. Позади следов коленей на мягкой голой земле под кустом я заметил вдавленные носки ботинок. После этого картина стала совершенно ясной. Несчастный безумец увидел свисающую веревку, и искушение покончить с собой оказалось для него непреодолимым. Для человека с помраченным рассудком один только вид орудия смерти иногда становится соблазном, перед которым он уже не может устоять. Но в тот самый миг он, должно быть, услышал шаги, а, вероятно, и голоса братьев, приближавшихся сзади по извилистой тропинке. Тогда он сразу спрятался в кустах и переждал, пока они пройдут мимо. Возможно, он узнал их, понял, что они идут за ним, и вспомнил все, что уже случалось между ним и братьями Фостерами. И тогда его желание умереть стало окончательно неуправляемым. Результат вы видели сами. Но еще до осмотра куста я заметил на теле несколько других вещей. Вы помните, я спросил, не левша ли кто-нибудь из братьев Фостеров, и мне ответили, что оба они правши. Между тем, кисть была явно отсечена левшой, причем большим ножом с острым концом. Это было видно по маленькому треугольному разрыву на пальто, далеко справа от того места, где находилось запястье. Значит, человек, отрезавший кисть, держал руку мертвеца своей правой рукой, а ножом работал левой. Иными словами, это был левша. Но самой важной деталью на теле были неровно срезанные волосы над правым ухом. Везде остальная прическа была аккуратной. Волосы подстрижены ровно и тщательно. А здесь казалось, будто кто-то грубо срезал целый клок. Тогда я задал себе вопрос, зачем кому-то понадобилась правая кисть мертвеца и несколько прядей его волос. И тут меня внезапно осенило. Человек был повешен. Значит, речь могла идти о руке славы. Затем, по вашей просьбе, я пошел осмотреть следы Фостеров на той части тропы, которая шла дальше за ручьем. И там снова оказалось то же самое. Середина тропы была грязной, и оба брата опять шли далеко друг от друга, хотя между ними уже никто не шел. Если мне еще требовалось подтверждение моей версии о 3 линиях следов, то это было окончательное подтверждение. После этого мне оставалось понять, как найти человека, который унес руку. Его следовало наказать за надругательство над телом, но еще важнее было другое – он был нужен как свидетель. Следы, которые рядом возле места уже имели объяснение. Были следы братьев и Снити, о которых мы говорили. Были следы деревенских зевак, но они заканчивались в стороне и не мешали наблюдению. Были следы вашего человека, который сначала прошел напрямую через лес, когда нашел тело, а затем вернулся туда вместе с вами. Были и наши собственные следы, но мы старались держаться подальше от остальных. Следовательно, следа человека, отсекшего руку, среди этих отпечатков не было. А это означало только одно – он пришел по твердому гравию вдоль ручья.
Это был единственный путь. Он не мог выдать этого человека. И, надо сказать, путь был вполне вероятный. Так мог пройти случайный прохожий. Он мог идти через лес. Со стороны возвышенности у Шопертонской дороги. Мы с Бреттом оставили вас у тела. Потом прошли вдоль ручья. Сначала вверх, потом вниз. Наверху мы нашли свежий отпечаток. Это был след человека с поврежденным башмаком. До самого нижнего выхода ручья из леса не было ни одного признака, что этот человек сходил с гравия в сторону. Возле тела, как вы помните, он просто должен был шагнуть с гравия на траву. А траву в том месте я счел бесполезным осматривать, по причинам, которые уже объяснил. Но внизу, у дороги, след появился снова. Итак, мне нужно было искать левшу с поврежденной подошвой, вероятно, цыгана, и, скорее всего, иностранного цыгана. Именно иностранный цыган с наибольшей вероятностью мог еще верить в руку славы. Я решил, что этот человек отстал от своих. Караван уже ушел дальше. А он пошел через лес, чтобы срезать путь. Так он мог быстрее догнать остальных. Поэтому в конце дороги я стал искать патрин. Так цыгане называют дорожный знак. Его оставляют для отставших. Он показывает, куда нужно идти. Иногда это кучка сухих листьев, иногда несколько камней, иногда отметка на земле. Но чаще всего это две скрещенные веточки, причем более длинная указывает дорогу. По этим патринам мы в конце концов вышли к цыганскому расположению как раз тогда, когда они устраивались на ночь. Мы постарались расположить людей к себе, и Бретт, вероятно, сможет описать эту сцену лучше меня. Потом мы ушли, а когда они уснули, вернулись и стали ждать господина, который теперь сидит под замком. Я был почти уверен, что он воспользуется первой же возможностью обработать свой ужасный трофей. Я решил, что он придет около полуночи. Именно в это время по старому суеверию должна была готовиться рука славы. Мы сделали несколько простых приготовлений, потом дождались его, схватили, и теперь он у вас. А братьев Фостеров, на мой взгляд, нужно освободить как можно скорее. Но почему же вы не сказали мне сразу обо всех выводах, к которым пришли на месте? Хардвик произнес это уже без прежней самоуверенности. Теперь в его голосе слышалась скорее досада человека, который понимает, что смотрел прямо на истину, но все равно прошел мимо нее. Ну право же, вы были так уверены, а некоторые следы, на которые я опирался, были так малы, что все это, вероятно, привело бы только к долгому спору и потере времени. Но главное даже не в этом. Признайтесь честно, если бы я прямо сказал вам, что руку с нити унесли ради средневекового талисмана, с помощью которого вор будто бы может проходить сквозь запертые двери и спокойно красть серебро под носом у хозяина, что бы вы ответили? Что ж, пожалуй, я действительно отнесся бы к этому несколько скептически. Все внешние признаки так полно указывали на Фостеров, как на убийц, что почти любое другое объяснение показалось бы мне маловероятным. А такое объяснение нет. Признаюсь, я бы ему не поверил. Но все же поразительно обнаружить, что подобные суеверия живы и в наши дни. Да, пожалуй, поразительно. И все же такие пережитки встречаются куда чаще, чем принято думать. Валахи до сих пор ужасно суеверны, а цыгане среди них, разумеется, еще сильнее держатся за старые верования. Разве вы не помните случай, о котором писали всего несколько месяцев назад? В Валахии утопили ребенка как жертву, чтобы вызвать дождь, и это, заметьте, сделали даже не цыгане. Да и в самой Англии еще в 1865 году бедного парализованного француза убили, подвергнув испытанию водой за колдовство. Это случилось в Эссексе. А уж менее кровавые случаи веры в ведьмовство и злые чары появляются снова и снова даже теперь. Старые страхи умирают куда медленнее, чем нам хотелось бы думать. После этого мистер Хардвик и мой дядя принялись обсуждать, каким образом можно законно наказать цыгана, сидевшего теперь под замком. Хардвик полагал, что дело следует рассматривать как кражу части мертвого тела. Мой дядя со своей стороны считал, что за само по себе надругательство над телом тоже должна существовать отдельная кара, хотя нужный закон он назвать не мог. Впрочем, им не пришлось долго спорить и приходить к окончательному решению. Утром выяснилось, что пленник сбежал. Его, конечно, оставили в камере со свободными руками, и он провел ночь за работой. В маленьком тюремном сарае, простоявшем в деревне 1,5 века, он сумел сломать решетку в верхней части задней стены. Через это отверстие он выбрался наружу и исчез. Больше его так и не нашли. А через месяц или два семья Фостеров окончательно покинула этот край, и история о пропавшей руке осталась в Роттерби мрачным слухом.
который еще долго пересказывали вполголоса.